Остров Кадачок расположен вблизи правого берега Днепра на юго-восточной окраине города, рядом с поселком Старые Кадаки. Это в 3 километрах ниже Южного моста. Остров небольшой. Его длина 0,7 километра, а ширина в среднем около 200 метров. Название острова изменялось. Он был казацкий, айдаровский, пороховой, а также имел другие похожие названия. Раньше остров соединялся с берегом искусственной дамбой, однако из-за плотины в Запорожье в 1932 году эта дамба вместе с порогами была затоплена. Остатки дамбы видны здесь. Академик Яворницкий назвал этот остров музеем древности, поскольку он покрыт людскими костями, каменными топорами, молотками и оружием разных эпох. Интересная история острова. Археологи выявили здесь 2 стоянки людей каменного века. Одна в верхней скалистой части острова, а другая на углу острова у самого берега Днепра. Это находки с острова Кадачок разных эпох, которые хранятся в Днепровском историческом музее. В XVII и XVIII веках остров Кадачок был тесно связан с украинским казачеством. Рядом с островом в 1635 году поляки возвели крепость Кадак, которую затем захватили запорожские казаки и пользовались ею. На острове проводились военные занятия и подготовка казаков-характерников. Характерники лечили раненых казаков, занимались физической и психологической подготовкой, обладали магическими способностями, которые использовали для нужд казаков. Руководил такой подготовкой легендарная личность, кошевой атаман войска Запорожского Иван Сирко. Сирко провел более 50 военных походов и ни разу не был побежден. Его переизбирали атаманом 20 лет. Это картина Репина. Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану. Сирко изображен в центре, над столом. Именно он подписывал это письмо. Сирко прожил 70 лет.
Могила и памятник легендарному кошевому атаману войска Запорожского низового находится в селе Копыловка Никопольского района Днепропетровской области. Перезахоронение останков состоялось в 1967 году на вершине древнего кургана Могила Баба. Череп возили в Москву на исследование, где был установлен реальный облик Серко. Данный комплекс является памятником национального значения. На острове Кадачок, в верхней его скалистой части, есть камень Серко, на котором, по преданию, любил сидеть атаман запорожского казачества и встречать здесь рассвет. Возле острова Кадачок находился первый из 9 днепровских порогов под названием Кадацкий. Переход плавательных средств через пороги обеспечивали лоцманы, хорошо знающие места прохода и все опасности, умеющие управлять судами и плотами. Лоцманы жили в Лоцманской Каменке, недалеко от острова. Сейчас это уже город Днепр. Их число доходило до 700 человек. Среди них был и мой прадед Андрей Буц. Лоцман управляет плотом и дает указания гребцам. У лоцмана руль типа весла длиной до 20 метров. Гребцы имеют 10-метровые весла, по 3 человека на весло. Проход через Кадацкий порог был у самого острова Кадачок. На острове Кадачок сохранилось много интересных вещей и мест из прошлого. Это бывший масляный светильник в граните. Это кованная железная петля, вбитая в гранит, которая относят к эпохе Киевской Руси. Это царская ложа или ложа зачатия. Считается, что если ребенка зачать здесь, то он будет иметь отличные способности и хорошую судьбу. Сюда приезжали знатные скифы, цари и подобная элита. Гранитные породы острова Кадачок, как и всех днепровских порогов, уникальные. Они имеют возраст 3,5 миллиарда лет. Таких мест в мире единицы. Разнообразен и уникален растительный мир острова. Перед Первой мировой войной военное ведомство устроило на острове военные склады. Отсюда появилось название острова Пороховой. Вот они. В советское время эти склады использовались для хранения боеприпасов. До 1990-х годов остров охранялся и был закрыт для посещения.
Разрушенные военные склады показаны здесь. Во времена СССР на острове была дача местных партийных функционеров, куда привозили девушек легкого поведения для увеселения гостей. Остров Кадачок представляет большой интерес для любителей рыбной ловли и дикого отдыха. Здесь у каменистого дна хорошо ловится крупный бычок, судак, окунь, есть и белая рыба. Я часто приезжал сюда на лодке и всегда был с хорошим уловом. Это тоже любитель рыбы и дикого мяса. Кроме рыбалки, шашлыков и дикого отдыха, здесь много интересных мест для фото и видео. Это моя фотография «Дерево-паук». Заняла 3-е место в гугловском панорамео-конкурсе и получила фирменный приз. Другие мои фото с острова Кадачок.